Facebook, несмотря на все сложности с банами и алгоритмами, остается одной из ключевых платформ для арбитражников. Почему? Facebook — это как старый добрый руль на тачке. Он может скрипеть, ты иногда психуешь от того, как он ведет себя на поворотах, но ты все равно используешь его, потому что он тебя довозит до цели. Вот такая вот аналогия. У Facebook есть уникальная экосистема, которая остается практически незаменимой. Во-первых, это данные. У них десятилетия информации о пользователях, об их интересах, о их поведении, предпочтении. Они на самом деле знают о нас намного больше, чем мы сами знаем про себя. И это позволяет создавать такие точные рекламные кампании, которые сложно повторить на других площадках, на других платформах. Ты можешь буквально настроить таргет так, чтобы он работал с хирургической точностью, буквально как врач. Вот такая вот тоже аналогия. Во-вторых, это масштаб. Если у тебя какая-то связка сработала, Facebook дает возможность быстро увеличить бюджеты, расширить охваты до, можно сказать, безграничных возможностей. Ты буквально можешь за несколько дней превратить маленькую какую-то связку, маленький тест в серьезный доход. Да, есть баны, алгоритмы, которые иногда действуют по принципу «ты вроде как не виноват, но я все равно тебя заблокирую». И куча других сложностей. Но с другой стороны, это как фильтр, который оставляет на платформе тех, кто готов играть по правилам Facebook, или кто хотя бы пытается обойти эти правила. Это не значит, что работать с Facebook легко. Это значит, что если ты научишься адаптироваться и понимать, что происходит внутри системы, то он будет приносить тебе стабильный доход. Многие уходят с платформы, потому что она стала сложной. Но для тех, кто остается и продолжает развиваться, Facebook по-прежнему остается одним из самых мощных инструментов для работы с трафиком. Это 100%. TikTok стал невероятно популярным, и многие называют его главной площадкой для арбитражников. Как ты оцениваешь его потенциал в сравнении с другими платформами? TikTok — это как такая дикая лошадь. У него огромный потенциал, но чтобы его приручить, нужно уметь держаться в седле. Платформа кардинально отличается от того же Facebook. Здесь все строится, можно сказать, на контенте, а не на таргете. Люди заходят в TikTok не за продуктами, не за продуктом, а за развлечением. А твоя задача строить свой продукт в их фид так, чтобы это не выглядело как реклама. У TikTok есть одно огромное преимущество – это органика. Ты можешь запускать рекламу, ты можешь запускать креативы практически без бюджета. И уже через плюс-минус несколько часов понять, работает он или нет. Это отличная площадка, можно сказать, для тестов. Но это ее главная сила и это ее главный вызов. TikTok требует постоянного обновления. Здесь не получится взять один креатив и работать с ним месяцами, как это может, допустим, получиться в Facebook или получалось раньше. Ты должен ловить тренды, экспериментировать с форматами, придумывать новые какие-то подходы. Если ты готов к этому темпу, платформа может стать твоим главным источником трафика. Но если ты любишь какую-то стабильность, она тебя может быстро выбросить и высушить. Аудитория TikTok — это молодежь, которая принимает решения быстро и эмоционально. Поэтому тут хорошо работают товары, которые вызывают какой-то вау-эффект. Что-то простое, что-то, что не требует долгих раздумий. Но если ты пытаешься продать что-то сложное или премиальное, скорее всего, это не твоя платформа. В общем, TikTok — это это площадка для тех, кто готов к скорости, к творчеству и постоянным экспериментам. Так скажу про TikTok. Креативы – это один из ключевых элементов успешной рекламы. Какие подходы и стратегии в их создании работают сегодня лучше всего?
Креативы сегодня — это не просто красивые картинки или яркие видео, это буквально то, что определяет, будешь ли ты зарабатывать или просто будешь сливать бюджет. Вся суть в том, что у тебя есть максимум 3 секунды, чтобы зацепить внимание человека. Если он пролистал, все, ты проиграл. И тут важно понимать, зрителя больше не удивишь стандартной рекламой, он видит ее каждый день и научился ее просто игнорировать. Вот почему сейчас работает нативность. Если твой креатив выглядит как часть контента, а не как реклама, шансы на успех сразу вырастают. Я уже об этом говорил неоднократно в своих видео. Люди больше доверяют тому, что не пытается прямо им продать. Второй момент сейчас вот персонализация. Один и тот же продукт можно продавать совершенно по-разному для разных аудиторий. Ты молодежи можешь показывать какие-то тренды, стиль, вайб, больше такого. А для взрослой аудитории практичность, выгода, польза. Если ты пытаешься говорить со всеми сразу, тебя никто не услышит. И третий момент — это тесты. Опять же, про это я постоянно говорю. Это, пожалуй, самое важное. Даже самые опытные арбитражники не могут заранее предсказать, что сработает. Ты запускаешь десятки вариантов, отсеиваешь неудачные и работаешь только с тем, что реально приносит результаты. Главное — это не влюбляться в свой креатив. Он может быть гениальным, просто офигенным на твой взгляд, но если он не конвертит, то это просто красивая картинка. Креатив — это твоя, можно сказать, визитная карточка. Если она цепляет, дальше дело техники. А если нет, то никакие настройки тебе не помогут. Как-то так. На рынке много говорят о трендах в арбитраже. Какие ключевые изменения вы видите сейчас и что будет важно в ближайшие годы? Тренды в арбитраже — это как погода. Меняется постоянно. Если ты за ними не следишь, ты можешь легко остаться за бортом. Первое сейчас набирает обороты — это, конечно же, видеоформат. Все мы это прекрасно видим. TikTok, Reels, шортсы. Люди хотят видеть движения, эмоции, какие-то истории. Простые баннеры, простые картинки уже не цепляют так, как раньше. Видео позволяет не просто показывать продукт, а рассказывать о нем. Рассказывать за несколько секунд, вызывать какие-то эмоции, желание купить. Второе — это приватность. С каждым годом платформы все больше и больше защищают данные пользователей. Об этом я опять же рассказывал в своих прошлых видео. Таргет становится сложным, и теперь выигрывают те, кто умеет работать с собственными данными больше, чем с таргетом. Подписки, боты, какие-то интерактивы. Все, что помогает удержать аудиторию, это сейчас становится на вес золота. Третий тренд — это, конечно же, автоматизация. Dolphin Cloud, привет. Ручная настройка и оптимизация постепенно уходит. Алгоритмы, искусственный интеллект, аналитика в реальном времени, то, что позволяет быстрее находить рабочие связки и минимизировать потери. И четвертый момент — это честность. Аудитория становится все умнее, люди больше не верят в откровенные кликбейты и агрессивную рекламу, как это было раньше. Успешные те, кто может показать реальную ценность продукта и говорит с клиентом на одном языке. Если смотреть в будущее, то арбитраж станет еще сложнее, но при этом он станет интереснее. Искусственный интеллект, дополнительная реальность уже сейчас начинают менять маркетинг. И тот, кто первым освоит эти инструменты, получит, можно сказать, огромное преимущество. В арбитраже всегда выигрывают те, кто готов меняться. Если ты умеешь адаптироваться, тебя ждет успех. Если нет, рынок тебя быстро просто сожрет и выбросит. Вот, к примеру, я недавно видел, как Wildberries Marketplace уже внедряет VR в свою платформу. Уже можно посмотреть через камеру телефона, как, к примеру, стеллаж, там какой-то обычный стеллаж будет смотреться у тебя в комнате или в ванной. И это только начало. Сегодня арбитраж становится все более конкурентным. Как вы считаете, есть ли место для новичков в 2025 году или рынок уже перенасыщен? Место для новичков
всегда есть, но сейчас вход на рынок стал сложнее. Если раньше можно было просто залить бюджет, найти какую-то простую связку и начать зарабатывать, можно сказать, с ноги, то сейчас этого недостаточно. Конкуренция выросла, потому что арбитраж стал более массовым. Но важно понимать, большинство новых игроков, арбитражников работают по старым схемам, они копируют чужие кейсы, не углубляются в аналитику и в итоге быстро просто сливаются. Это открывает двери для тех, кто готов учиться и мыслить нестандартно. Главная ошибка новичков – это ожидание быстрых результатов. Они думают, что достаточно найти один хороший оффер, и деньги сами начнут приходить. Но реальность такая, ты будешь больше терять, чем зарабатывать, пока ты не разберешься, как все это работает. Это нормально. Второй момент – это как бы смелость экспериментировать. Если ты просто повторяешь, можно сказать, за какими-то профессионалами рынка, ты всегда будешь где-то в конце. Но если ты ищешь новые подходы, ты тестируешь разные платформы, разные форматы, у тебя есть шанс найти свою нишу, где конкуренция практически минимальная. Новичкам стоит начинать с простых инструментов, где можно научиться базовым вещам, а потом уже идти в сложные вертикали. Арбитраж – это не закрытый клуб, это рынок, который всегда открыт для тех, кто готов учиться и развиваться. Но если ты не готов вкладывать время и усилия, лучше даже не начинать.